Доброго всем хорошего дня, моим подписчикам и просто гостям. Сегодня мы с вами на канале «Вязание крючком» с Ольгой Головатой. Также у меня есть еще один канал «Вязание спицами». Приглашаю вас заглянуть и на тот канал. Ссылочку вы найдете в описании под этим же видео. А я вам сегодня на этом канале подготовила снова очень красивый, очень интересный узор. Это узор веерный. И мало кто со мной будет спорить, что веерные узоры смотрятся очень презентабельно. И этот узор у меня получился просто очаровательным. Я делала запись в сообществе и показывала уже вам фотографии этого узора. Просила вас о помощи с названием к этому узору. Почитал ваши комментарии, я все-таки выбираю сюда название гортензия. Образец, который вы видите на экране, я связала из пряжи Diva Silk Effect турецкого производства и крючком фирмы Тулип японского производства номером 1,5. 1,5 – это размер головки крючка в миллиметрах. Раппорт нашего узора будет состоять из одного соцветия, одного цветка и 4 ряда в высоту вместе с шахматным порядком. Первых 2 ряда будут отличаться от полностью потом полотна. Это будет первый наборочный ряд и сразу же вывязывание цветка, второй скрепляющий арочки. Но мы сегодня свяжем с вами и первый, и второй, и третий, и четвертый. Вязать мы будем сегодня из такой же по качеству пряжи и тем же крючком, только у нас будет в руках немножко другой цвет пряжи. Вы же можете подобрать сюда любую другую пряжу. Здесь красиво будут смотреться хлопки, ангоровые пряжи, тонкие кашемиры. Все будет зависеть от того, что вы захотите связать таким узором. Связать можно очень много. Можно связать красивейшую шаль, можно связать палантин, можно сделать какие-то кокетки, к примеру, купоны какого-то платья, отделочки, воротники, многое. Можно связать кардиган, можно связать кофточки, маечки. Все, что вы придумаете. Все, где вы увидите именно этот узор. Ну что ж, мы поговорили, а теперь давайте принимаемся за работу. Ну вот у нас будет вот такого цвета пряжа. И вот наш крючок, тот, который я вам сказала. Набираем первую петельку. Хорошенько затягиваем узелок и вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Отмечаем последнюю петельку. Вяжем еще 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Возвращаемся в отмеченную петельку с изнаночной стороны. Входим крючком и вяжем соединительный столбик. У нас образовывается колечко и разворачивается вязание. Теперь мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В первую петельку с изнаночной стороны цепочки мы присоединяем соединительным столбиком эту цепочку. Теперь мы разворачиваем опять вязание на лицевую сторону и вяжем под образовавшуюся вот эту вот цепочку вот такие вот вытянутые столбики. 1. Связали столбик без накида и вытянули петельку. 2. Столбик без накида и вытянули петельку. 3.
4, 5, 6 и 7. Теперь соединили все эти петельки вместе и закрепили столбиком без накида. И вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Заходим в наше колечко, это основание нашего веера, и провязываем соединительный столбик. Мы сделали с вами первую веточку. Теперь вяжем вторую веточку. Вяжем опять 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. На этой цепочке входим в первую петельку, вытягиваем длинную петлю. Теперь из-под цепочки провязываем столбик без накида и вытягиваем петлю. Получилась у нас одна петля, вторая петля, теперь третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Опять все эти 7 петелек соединили вместе и закрепили столбиком без накида. И вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Возвращаемся в наш центр, в наше колечко, делаем соединительный столбик. У нас есть уже вторая веточка. Вяжем третью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В первую же петельку от крючка вытянули петлю 1. Теперь из-под цепочки 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали все эти петли вместе, закрепили столбиком без накида. И вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Возвращаемся в основание нашего веера, провязываем соединительный столбик. Вяжем следующую веточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И повторяем. Вытянули петельку. Теперь вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Провязали все эти петли вместе, закрепили. И 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Вернулись в наше колечко, провязали соединительный столбик. У нас есть уже 4 веточки, вяжем пятую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В первую петельку вытянули петлю и теперь из-под цепочки снова вытягиваем еще 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали, закрепили и вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. И возвращаемся
в основание нашего веера провязываем соединительный столбик. Теперь отсюда мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Оставили эту петельку, подхватываем последнюю нашу веточку, заходим в вершинку, подхватываем оставленную петельку и протягиваем ее через эту вершинку. И мы с вами связали первый наш веер, и это первый раппорт. Переходим на следующий раппорт. Между раппортами у нас будет одна воздушная петля. Дальше мы снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Отмечаем петельку, вяжем еще 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И опять заходим в отмеченную петельку с изнаночной стороны цепочки, вяжем соединительный столбик. У нас снова развернулось вязание. Мы вяжем отсюда 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Связали цепочку. Теперь по изнаночной стороне этой цепочки одну петельку мы пропускаем, и в следующую мы делаем соединительный столбик. Разворачиваем наше вязание на лицевую сторону и вяжем столбики без накида вытянутые. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Связали, провязали все эти петли вместе, закрепили и вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Возвращаемся к основанию нашего веера, заходим в наше колечко, провязываем соединительный столбик. Вот у нас есть уже первая веточка второго раппорта. Вяжем вторую веточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первую петельку от крючка мы провязываем вытянутую петлю, и дальше мы вяжем из-под цепочки 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали все эти петли вместе, закрепили. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Возвращаемся в основание. Вот оно. Вяжем соединительный столбик. Снова делаем такую же веточку. Уже есть 3 веточки, вяжем 4-ю.
И у нас остается еще одна пятая веточка. Закрепляем эту пятую в основании соединительным столбиком и отсюда опять вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Оставляем петельку, заходим в последней веточке в вершинку и оставленную петельку протягиваем через эту вершинку. И у нас связано уже 2 раппорта. Вот так вот вы набираете столько раппортов, сколько вам потребуется для какой-то вашей красоты. Ну а я сделаю еще 2 таких же раппорта, чтобы было удобно продолжить вязание в полотно. Я связала первых 4 раппорта первого ряда. 1, 2, 3, 4. Цветочки у нас сейчас разлетаются. И еще хочу сделать вам примечание. Вот эту вот первую веточку. В процессе вязания она прячется. Ее нужно будет пальцами потом вытянуть и поправить. Потом дальше в раппортах этого уже не происходит. Именно в первом ряду. И теперь отсюда вяжем второй ряд. Он очень простой. У нас будут обычные арочки из воздушных петель. Подхватываем петельку первую и отсюда вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Разворачиваем ряд. Мы вяжем по изнаночной стороне. И в вершинку нашей веточки, вот будет у нас вершинка, попадаем крючком, провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Опять в следующую вершинку провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И в следующую вершинку провязываем столбик без накида. Теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И получается, что здесь между раппортами мы свяжем это не в вершинку, а вот эту вот перемычку между раппортами столбик без накида. И снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Подхватываем следующую веточку, вяжем в вершинку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая веточка опять в вершинку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая вершинка, снова столбик без накида. И здесь мы опять подошли к месту между раппортами. Вяжем цепочку 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И заходим в перемычку между раппортами, под перемычку, под цепочку эту, провязываем столбик без накида. И переходим на следующий раппорт. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В вершинку связали столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И опять в вершинку вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая вершинка, снова столбик без накида. И снова
место между раппортами. Вяжем цепочку из 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Между раппортами заходим под перемычку, провязываем столбик без накида. И последний раппорт. Раз, два, три, четыре, пять и 6. Следующая веточка. В вершинку попадая, вяжем столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять и 6. Следующая веточка, снова вершинка. Раз, два, три, четыре, пять и 6. Следующая веточка, снова в вершинку столбик без накида. И последняя арочка. Раз, два, три, четыре, пять и 6. И тоже в вершинку мы провязываем столбик без накида. Мы с вами связали уже второй ряд, и наши веера закрепились уже вот такими вот цепочками. Это изнаночная сторона, вот его лицевая сторона. Дальше мы будем вязать, в принципе, очень похожий, такой же, как и первый ряд, но наши веера мы будем располагать уже в шахматном порядке, и, соответственно, у нас в этом углу будет половинка вот такого вот веера. Подхватили опять петельку и вяжем 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7 и 8. Это 8 подъемных воздушных петель. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Делаем 3 накида на крючок. Раз, два, три. Первую же арочку мы провязываем столбик с 3 накидами. И эти 2 петли провязываем вместе. Снова 3 накида на крючок. Следующая арочка. Мы снова провязываем столбик с 3 накидами и провязываем эти петельки вместе. Теперь вяжем 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, 6 и 7. Оставили эту петельку. Возвращаемся крючком. Вот петля над цепочкой. И эту петельку протягиваем через нашу петлю на цепочке. У нас получилось основание для нашего полувеера. Теперь мы заходим крючком в это основание, провязываем столбик без накида и вяжем 8 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. Эти 8 петель уже для веточки. И от крючка в первую петельку заходим, вытягиваем петлю. Раз. И теперь из-под цепочки. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязываем все петельки вместе, закрепляем и вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4 и 5. Возвращаемся крючком в наше основание. Вот оно, наше колечко. И делаем соединительный столбик. У нас получилась первая веточка. Теперь вяжем снова 8 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. Опять в первую петельку от крючка вытянули первую петлю и теперь из-под цепочки 2, 3,
4, 5, 6 и 7. Провязали, закрепили и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вернулись в основание. Соединительным столбиком закрепили в основании нашу веточку. И третья веточка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Опять вытянули петлю и из-под цепочки дальше вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Закрепили все эти петельки и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Вернулись опять в основание, провязали соединительный столбик. Теперь мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Оставили эту петельку. Берем последнюю нашу веточку, заходим в вершинку и через вершинку эту оставленную петельку протягиваем. Вяжем одну воздушную петлю и присоединяем к вершинке. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Получается, над третьей нашей веточки мы присоединяем наш полураппорт столбиком без накида. И вот у нас получилась половинка, которая вторым рядом закрепится цепочками. А дальше мы переходим на полный раппорт, который будет у нас располагаться вот в этом месте между двумя раппортами. Мы вяжем одну воздушную петельку между раппортами. У нас получается между раппортами будет петля воздушная, столбик без накида и петля воздушная. А теперь повторяем раппорт. Вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Делаем 3 накида на крючок. 1, 2, 3. Вяжем со следующей арочки столбик с 3 накидами. Провязываем эти петли. Дальше мы делаем 2 накида на крючок. 1, 2. И со следующей арочки провязываем столбик с 2 накидами. Провязываем эти петли. Если здесь мы делали в этом же месте столбик с 3 накидами и с 3 накидами, только потому, что это угол, чтобы он у нас не затягивался. А уже в раппортах первый столбик с 3 накидами, второй столбик с 2 накидами. Дальше снова у нас арочка, столбик с 2 накидами. Это мы вяжем зеркально. 1 и 2. Провязали эти петли. И столбик с 3 накидами. Следующая арочка и провязываем столбик с 3 накидами. Давайте еще раз посмотрим. Вот у нас цепочка из 8 воздушных петель, столбик с 3 накидами, с 2 накидами, с 2 накидами и столбик с 3 накидами. Отсюда мы вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Оставили петельку. Заходим вот в эту петельку над первым столбиком с 3 накидами и нашу оставленную через нее протягиваем.
Теперь вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Заводя эту цепочку немножко вниз, по вот этой вот цепочке, вот она, мы входим в столбик без накида, воздушная петля, и в следующую воздушную петлю делаем соединительный столбик. Теперь крючком возвращаемся под цепочку, которую мы только что связали, и вяжем наши вытянутые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали их все вместе, закрепили и вяжем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся в основание, вот оно. Вяжем соединительный столбик. И как я вам говорила, что вот это вот первый этот лепесток, он уже не будет западать за цепочку. Теперь вяжем 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И снова в первую петельку от крючка вытянули петлю и еще вытягиваем из-под цепочки еще 6 петель. Всего должно быть 7. 4, 5, 6 и 7. Провязываем, закрепляем и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Возвращаемся в основание, делаем соединительный столбик. У нас есть уже 2 веточки, вяжем третью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И опять повторяем вытянутые петельки. Закрепили, вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Вернулись в основание, провязали соединительный столбик. Опять повторяем веточку. Провязали все эти петельки вместе, закрепили 5 воздушных петель. И эту цепочку опять закрепили в основании веера. У нас есть уже 1, 2, 3, 4 веточки, осталась последняя 5. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И повторяем наших 7 вытянутых петель. Это было 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали, закрепили 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Вернулись в основание веера, соединительный столбик. Теперь вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оставили петлю, вошли в вершинку последнего нашего
последней нашей веточки, протянули эту петлю, одна воздушная петля и крепим к вершинке следующего раппорта. Вот наша вершинка. Заходим в столбик без накида, провязываем столбик без накида. Мы с вами связали уже полный раппорт, расположили его в шахматный порядок. Все эти веточки опять же потом будут крепиться цепочками в следующем ряду. Вот что у нас получается. Давайте сделаем еще один раппорт. Я буду вязать его немножечко быстрее и без счета. Ну вот, мы с вами связали еще один раппорт. И, возможно, то, что я помолчала, некоторым я просто не мешала увидеть то, что я делаю. Теперь точно так же повторим
еще один такой же раппорт. Я думаю, что вы сделаете это уже самостоятельно. И краевую половинку свяжем еще раз вместе. Напоминаю вам, что мы вяжем третий ряд. Мы связали половинку угловую, полный раппорт и еще один полный раппорт. И подошли к концу ряда. Нам нужно связать еще одну левую половинку раппорта. Мы отсюда вяжем одну воздушную петлю. Теперь вяжем раппорт, полураппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Делаем 3 накида на крючок. 1, 2, 3. И с следующей арочки провязываем столбик с 3 накидами. Эти петли соединяем вместе. Опять 3 накида на крючок, так как у нас это угол, не будем его затягивать. И из следующей арочки вяжем столбик с 3 накидами. И теперь у нас в начале раппорта было 8 воздушных петель подъемных. Соответственно, нам тоже нужно здесь делать подъем. Мы делаем 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4 и 5. И из уголка, скажем так, что даже из вершинки нашего первого лепестка вяжем столбик с 5 накидами. И закрепили эти петли вместе. Теперь вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Оставили эту петельку. Над первым столбиком заходим в цепочку и протягиваем нашу оставленную петлю. У нас есть опять основание для нашего полувеера. Отсюда вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Заводим эту цепочку немножко вниз. Подхватываем вот эту нашу цепочку. Пропускаем одну воздушную петлю и во вторую делаем соединительный столбик. Теперь крючком заходим под низ нашей цепочки для веера и вяжем наши вытянутые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Связали все эти петельки вместе, закрепили и вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Заходим крючком в наше основание, делаем соединительный столбик. Первая веточка есть, вяжем вторую. И последняя веточка. Вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Первая петля после крючка, вытянули петлю и дальше вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Провязали все эти петли вместе, закрепили, и теперь мы не будем опускать сюда 5 воздушных петель, а сделаем 3 накида на крючок
И свяжем из основания столбик с 3 накидами. Связали. Теперь вяжем еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И заходим в вершинку, разворачивая вязание. Мы вот так вот закрепили нашу последнюю веточку. И теперь мы вяжем ряд из арочек из воздушных петель. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И над следующей веточкой в вершинку столбик без накида. И снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Над вершинкой провязываем столбик без накида, воздушная петля, и над следующей вершинкой провязываем столбик без накида. И теперь у нас арочки из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Подхватываем следующую веточку, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующая веточка, в вершинку столбик без накида провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и столбик без накида. И в этом месте еще раз вам покажу. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Заходим в вершинку нашего последнего веера. Провязываем столбик без накида. 1 воздушная петля. И переходим на следующий раппорт. В первую вершинку провязываем столбик без накида. И дальше цепочки по 6 воздушных петель. И так вяжем до конца ряда. И вот мы с вами уже подошли к концу ряда. Вяжем последнюю арочку. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И в вершинку последней веточки провязываем столбик без накида. Мы с вами связали полный раппорт. Это изнаночная сторона. Вот смотрим на его лицевую сторону. Не расправленный, не поглаженный. Ну и, конечно, всегда полотно лучше видно, когда уже связано несколько полных раппортов. Ну а теперь давайте я вам попробую еще показать переход на следующий раппорт, так как мы начинали этот раппорт немножко с необычных начальных рядов, но хотя я думаю, уже вы должны и сами догадаться. Отсюда мы вяжем 1 воздушную петлю, возьмем с угла с изнаночной стороны 1 воздушная петля, развернули ряд, в первую же петельку вяжем столбик без накида, теперь 1 воздушная петля для того, чтобы у нас были плавные вот здесь вот переходы, и теперь вяжем цепочку на 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в этом месте у нас будет вязаться полный раппорт. Вот такой вот. Мы вяжем 1, 2, 3 накида на крючок, провязываем столбик с 3 накидами. Теперь 2 накида на крючок, следующая арочка, вяжем столбик с 2 накидами, следующая зеркально, вяжем столбик с 2 накидами и 1, 2, 3 со следующей арочки вяжем столбик с 3 накидами.
Теперь мы вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 и 7. Оставили эту петельку. Над столбиком у нас, над вот этим вот столбиком, вот петля. Мы подхватываем оставленную петельку, протягиваем эту петлю через петлю над столбиком, и у нас снова есть основание для нашего веера. Отсюда мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Заводим цепочку, чтобы мы видели вот эту цепочку перехода между раппортами. Пропускаем одну воздушную петлю, в следующую петлю делаем соединительный столбик. Теперь под нужную нам цепочку, которая будет относиться к нашему уже вееру, к нашей первой веточке, вяжем наши вытянутые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Провязали их вместе, закрепили и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся в основание, вяжем соединительный столбик. Я связала только лишь первую веточку и прикрепила ее, в принципе, к началу ряда, к углу. Вот наше основание. Мы здесь вяжем полный веер, так как мы уже с вами вязали не один такой полный веер. Потом крепим его в вершинке следующего веера и опять переходим, идет полный веер в этой выемке. Вершинка, полный веер, и последний наш полный веер крепим вот в эту вершинку. А дальше мы переходим уже вязать опять цепочки и тот ряд, где мы по краям вязали по половинке, который мы с вами уже только что связали, и вы видели, как это делается. Он уже будет повторяться. Ну вот, в принципе, и все. Теперь давайте посмотрим еще раз большое полотно. Вот перед вами опять большое полотно. Смотрите, какая красотища. Я показываю сейчас вам это полотно не по направлению вязания. Давайте возьмем его по направлению, еще раз посмотрим. Очень красиво смотрится. И очень красивые вещи таким узором будут получаться. Ну что ж, надеюсь, этот узор вам понравился. Я просто в этом уверена. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.